Все было зря. Революция проиграла. Мы проиграли. За год мы ничего по сути так и не добились. Диктатор выстоял и победил. И неудивительно, ведь он крепкий орешек с остальными яйцами. Надо это признать. Именно в этом так старательно пытается убедить нас госпропаганда, выворачивая наизнанку факты, замалчивая неудобные для себя события и пряча неугодное мнение за решетку. Да, формально Лукашенко все еще находится у власти. Сидит на троне, хоть и шатающимся, дает интервью, хоть всерьез его уже никто не воспринимает, и прогуливается по любимым коровникам, хромая. Тот ли это сильный лидер, которым пытается его показать пропаганда? И кто на самом деле побеждает в этом непростом сражении? Где с одной стороны правда и свобода, а с другой ложь, беззаконие, насилие и синие пальцы? Давайте разберемся спокойно, объективно и по фактам. Может, перевернем эту страницу? О том, кто победил в августе 20-го, уже как и о вкусах не спорят. Но не стоит забывать, что свою главную победу над страхом, мы обрели намного раньше. И каждый по-своему и в разное время. Когда успешный и самодостаточный банкир Виктор Бабарико, зная, на что идет, все же решился выдвинуть свою кандидатуру. Или когда популярный блогер Сергей Тихановский, получивший 45 суток ареста, сразу после отсидки начинал проводить смелые и дерзкие акции, называя Лукашенко тараканом и собирая вокруг себя тысячи сторонников. Друзья мои, стоп таракан. Таракан в этом году не должен пройти. И нам нужен другой президент, нам нужны перемены. Вот это то, что они творят, с этим надо кончать. Когда сотни людей даже после прямых угроз Лукашенко расстреливать неугодных. Бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер, на коленях стояли и рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Но так мы напомним. Все равно собирались в километровой цепочке солидарности, чтобы оставить подпись за своего кандидата. И стояли там даже под проливным дождем. И до самой ночи, в день, когда Виктора Бабарико посадили. Когда еще никому неизвестная Светлана Тихановская после очередного задержания мужа, несмотря на угрозы в адрес ее детей, решает продолжить предвыборную борьбу и сама регистрируется кандидатом. Я решила продолжить дело, которое для него было таким важным. Тогда, весной и летом 20-го, мы уверенно побеждали свой страх. А страх побеждал Лукашенко. Он не регистрировал неугодных кандидатов, называл фейками и народное недовольство, и цепи солидарности, угрожал расправиться с инакомыслящими, оскорблял оппонентов, подбрасывал Тихановскому почти $1 миллион, сажал за решетку конкурентов и запрещал соцопросы в интернете, которые случайно положили начало его обидному прозвищу – 3%. Ну вы хоть верите, что он действующего президента 3%? Но все верили, и флешмоб «Нас 97%» это ярко подтверждал. Люди разных профессий, статусов и возрастов присылали фото в поддержку интернет-большинства. Тогда еще анонимно, ведь мы до конца не знали, сколько нас. Но акция за акцией, граффити за листовкой, кричалка за лозунгом, гудок за хлопком убеждались. Много. Но диктатор по-прежнему не верил в наше большинство. Он планировал проскакать эти выборы, как и все предыдущие, верхом на коне, быстро и без долгосрочных заварушек. А как же с доброй воли даже дал добро на регистрацию самого слабого, по его мнению, кандидата. Мол, так, посмеяться с никчемности оппозиции. Отказать в регистрации кандидатом президента Бабарико Виктору Дмитриевичу, Цепкало Валерию Ульяновичу, зарегистрировать госпожу Тихановскую, несмотря на существенную ошибку. Зарегистрировать Лукашенко Александра Григорьевича. Женщин царек-сексист не то чтобы боялся, а просто не воспринимал всерьез. У нас Конституция не под женщин. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину, потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. Однако ввиду сложности диагностики деменции старик не учел одного фактора. В свободном мире люди давно научились объединяться и договариваться между собой в критических ситуациях.
Как это и произошло, когда на политическое поле впервые неожиданно для всех вступили 3 грации. Светлана Тихановская, Мария Колесникова из штаба упрятанного за решетку Бабарика и Вероника Цепкало, жена незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало. Они вместе ездили по всей стране и тогда еще легально в рамках показушной предвыборной либерализации объединяли вдохновляющих друг друга людей и долбили этот режим. Долбить! 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 Долбить эту власть! Увидев над своей свистящей флягой настоящий дамоклов меч, Лукашенко вдруг опомнился и срочно взялся за старое. Начал устраивать провокации, запрещая даже легальные митинги, под видом неполадок с оборудованием или занимая все площадки государственными мероприятиями. Но и тут он прогадал. На одном из таких провластных праздников неожиданно начинает играть легендарная песня Виктора Цоя «Перемен». Этих молодых людей еще даже не успели задержать, как народ дал им свое имя – диджеи перемен. Все уже понимают, даже, наверное, подростки по 15 лет, что если мы сейчас что-нибудь сделаем в лучшую сторону, да, может быть, лет 20, даже 30, будет не очень хорошо, но у нас есть перспективы. Многие люди поняли, даже среди тех, кто работает на государство, сторонников перемен огромное количество, а может и большинство. А в том, что сторонников перемен большинство, окончательно все убедились уже 9 августа 2020 в тот самый исторический день выборов. И выбора. Продолжать худо-бедно жить на этом клочке земли, потому что... Мы никому нигде не нужны. Или, наконец, почувствовать себя свободными гражданами самобытной, независимой, прекрасной страны в центре Европы. Напомнить себе и ему, что мы народ. Мы не быдло, стадо и трусы, мы живой народ, мы белорусы. Огромное количество людей с белыми браслетами в очереди к участкам для голосования, праздничное настроение, помеченное галочкой бюллетени, абсолютная уверенность в нашей победе. Таким запомнили этот день те, кто проголосовал за новую, свободную Беларусь. Я его никогда не поддерживал, с 94 года. Потому что надоел, потому что врет. А вот только режим сдаваться отнюдь не планировал. Масштабные фальсификации, засвидетельствованные наблюдателями, незаконный запрет делать фотобюллетени и отсутствие шторок для тайного голосования, вынос лишних нарисованных бюллетеней через окно. Но даже после этого огромное количество комиссий под напором общественности, несмотря на угрозы сверху, отказалось приписывать Лукашенко чужие голоса. Александр Григорьевич, 183. Тихановская Светлана Георгиевна, 960. Единицы, десятки, сотни фотопротоколов, где победила Светлана Тихановская. Сотни тысяч отметившихся на платформе «Голос». Выборы 2020 стали нашей главной победой. Очевидной, яркой и красивой. Народной. Победой не только над собственным страхом и сомнениями, но и сокрушительным разгромом диктатора. Люди ликовали, кто-то открывал шампанское и выходил праздновать на улицы своих городов. Однако режим даже и не думал над тем, чтобы мирно отдавать власть. Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4 652 423 или 80,23%. Люди стали понимать, их голос большинства нагло украли, обманули, наплевали на мнение и сказали бегом возвращаться в свой сарай. Именно тогда голос каждого начал превращаться в настоящий крик души. Во многих городах начали требовать объявления честных результатов. Во всей стране пропал мобильный интернет. Режим решил пойти по проверенному пути. Провокация, жесткий разгон. Только в этот раз с водометами, слезоточивым газом, гранатами и стрельбой. Людей было слишком много. Не все те кадры, которые есть у нас в архиве, мы можем продемонстрировать. За такую жесть YouTube просто блокирует видео. Однако большинство из вас и так видело те жуткие кадры.
Пожалуй, наиболее красноречиво об итогах первых дней протеста может сказать вот этот список пострадавших, который мы показываем впервые. Переломы ребер, черепно-мозговые травмы, отбитые почки, ушибы, повреждения прямой кишки, ампутации частей тела, огнестрельные и взрывные ранения. Более 1000 человек обратились за медпомощью в первую неделю после выборов. И это только в Минске. Битком набиты избитыми, изолятор на улице Окрестина по праву начали называть белорусским Освенцимом. Стоны и крики из-за стенков карательного учреждения многим снятся до сих пор. Мне стало плохо, потемнело в глазах, ноги подкашиваются. Я снова ребятам сказал, что все, я отъезжаю. Кто-то остался инвалидом, но кого-то просто не стало. Тройковский, Шутов, Вихор, Кривцов, Паруков, Шишмаков, Будницкий, Кисель, Чур, Радченя, Кузнецов, Бондаренко, Ашурок, Щетинка, Стаховский. Фамилии погибших и умерших при загадочных обстоятельствах во время протестов или в тюрьме навсегда останутся холодным отпечатком в истории страны. Не менее 6 человек пропали без вести. Мама, дай мне денег на патроны. Я тебя спасаю от народца. За тебя уже готов стрелять я. По тебе, моя родная мама. В те дни героями стали простые люди. Кто вышел на улицу, кто не дал задержать своего, кто пустил убегающих от карателей в свой подъезд, кто поделился водой и вынес аптечку, кто спасал и эвакуировал раненых. Каждый день в полку героев прибывало, а неравнодушные люди предлагали бесплатный подвоз отпущенных в Жодино протестующих и их родственников домой. Возле Окрестина появился лагерь волонтеров для создания списков задержанных и оказания первой помощи выпущенным. А настоящими героинями тех дней стали девушки в белом, которые 12 августа с цветами вышли на акцию у Комаровского рынка. Говорят, это именно они положили конец безграничному и неоправданному насилию, подтвердив мирный характер протестов. Тогда же в стране, наконец, начали снова включать интернет. Заходя в Телеграм и видя зверства последних дней, люди не могли поверить своим глазам и были шокированы. Уже к вечеру города загудели. Интернет бурлил. Весь цивилизованный мир осуждал насилие и беззаконие в Беларуси. Люди обсуждали чрезмерную жестокость на силовиков. Бывшие офицеры сжигали и выбрасывали свою форму. С государственных СМИ начали уходить лучшие журналисты. Более 1000 спортсменов за 3 дня подписали открытое письмо за честные выборы и против насилия. Многие силовики начали класть на стол начальников рапорты на увольнение. Я, Колос Иван Николаевич, в 2015 году присягнул на верность Республике Беларусь и ее народу. Я не увольняюсь из органов внутренних дел, но исполнять преступные приказы я не намерен. Главы и члены избирательных комиссий открыто признавались в том, что им было велено фальсифицировать итоговые результаты голосования. При подсчете голосов в основной день голосования я насчитала голосов за Тихановскую Светлану Георгиевну количеством 352 бюллетня. При проверке оказалось, что 30 бюллетней потерян. Оказалось, что мы не досчитали до этой же стопки в этому же кандидату еще 30 бюллетней. Я видела, как в коробке с личными делами работников, в которых есть вся персональная информация, паспортные данные, фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, адрес проживания, есть подписи. Эти коробки сносились в кабинет заместителя директора нашего учреждения, призывались туда какое-то количество работников, и я точно знаю, что эти работники подделывали подписи. А белорусские города погружались в пьянящую атмосферу свободы. На площадях мирно собирались тысячи людей, к ним выходили мэры. Проинформирую нашего председателя облсполкома о тех окончательно людей, которые дадут мне список задержанных. И постараемся их. Я приложу усилия для того, чтобы эти люди были освобождены, если они действительно невиновны. На предприятиях рабочие проводили альтернативное голосование. Безальтернативное для туманного будущего Лукашенко. Кто проголосовал за Лукашенко? Поднимите руку. А сейчас кто проголосовал за Тихановскую? Нафтан находится в настоящее время в очень серьезной экономической ситуации. Идет модернизация. Следующее. Из изоляторов по всей стране начали отпускать тысячи задержанных. Я находился в тюрьме, я слышал, как они кричали, я слышал, когда они пришли к стенам тюрьмы. И меня, в принципе, я уверен, что именно поэтому освободили. Если бы рабочие не вышли, сегодня я бы не смог с вами общаться, мне так кажется.
Госчиновники, испугавшись нарастающего народного подъема, начали призывать к миру и спокойствию. Все ваши требования отныне удовлетворены. Мы услышали вас. Министр внутренних дел даже извинился перед некоторыми задержанными. За вот это вот, ну как сейчас говорят, насилие, я как командир, как единоначальник хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми. Такого размаха народного протеста не ожидали и сами пропагандисты. В те дни они по-настоящему испугались. И казалось бы, я должен бояться, опасаться, а я правда не боялся, но опасался. То есть разумно, как-то так вот, не расслабляясь, зыркал по сторонам. У меня было ощущение в один момент, что ОМОНа настолько мало, что они сейчас просто все это прорвут, займут. Они тогда был этот момент, они сгромоздились на эту стеллу, развернули там эти флаги, начали орать. В регионах на флагштоках вывешивались наши национальные бело-красно-белые флаги. Как круто было в маленьком Мозыре 16 августа. Или как впервые вышел Кобрин. Жлобин, Береза, Солигорск, Мозырь, Орша. Все города с чувством собственного достоинства вышли против насилия и Лукашенко за честные выборы и новую свободную Беларусь. В таком состоянии страна подошла к самому массовому митингу в своей истории. 16 августа на улицах Минска собралось, по разным оценкам, от 200 до 400 тысяч человек. Такое событие показывали даже по государственным каналам. Тем временем на улице прошел многотысячный митинг. В эти же минуты на альтернативную акцию также собираются минчане. Акция будет носить мирный характер. Среди требований протестующих – пересмотр результатов выборов, неприемлемость беспорядков и насилия. День 16 августа окончательно и бесповоротно разделил Беларусь на «до» и «после». Говорят, именно тогда белорусы окончательно сформировались как нация. Показали, что они могут самостоятельно разобраться со своими проблемами без диктатора. Бесплатная раздача воды и еды, печенек, фруктов, потрясающая степень самоорганизации, регулировка движения без помощи убежавших гаишников, взаимное уважение к другим участникам движения и убранный за собой мусор. Разумеется, на витрины магазинов никто даже и косы не поглядывал, а для обезоруживания провокаторов никакие каратели были не нужны. Дальше что-то. Шахматы, шарики, песни, цветы, массовые сердечки и игра в бадминтон прямо у здания КГБ. Ах да, конек белорусских протестов, снятая перед лавочкой обувь. Именно тогда весь мир окончательно понял, насколько мы крутые, самодостаточные и перспективные, и что мы сами можем решать свою судьбу и судьбу своей страны без режима. Эти массовые порядки пропагандисты хотели как можно скорее превратить в беспорядки. Тогда влияние ябатик на фоне народного подъема оставалось незамеченным. Под плинтус спрятались даже сами каратели. Потный Лукашенко будто бы на смертном одре кричал что-то перед еле согнанной со всей страны под различными предлогами и угрозами парой тысяч застабилов. Затягивал время, выжидал, надеялся, что протест заглохнет. Но люди отвечали прямо. А от Лукашенко начинали отворачиваться даже самые близкие и преданные ему люди. Про предательство. Вот это всеми нами воспринималось очень эмоционально. И, наверное, также это воспринимал и президент. И эти люди в самый сложный момент, наверное, можно сказать, ударили в спину. 17 августа на Минском заводе колесных тягачей, куда диктатор из-за страха прилетел аж на вертолете с кучей вооруженной охраны, его сразу же послали простые рабочие. Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема. Люди были готовы высказать в глаза узурпатору все, что о нем думают, чем вызывали у ненаклоняемого приступ ярости. Застрелись, офицер! Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Да вы что? Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко, поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон. Вот они, уходи. Я сегодня ушел. Что завтра? Завтра мы увидим, что будет завтра. А нет, ты мне скажи. Народа. Подожди, какой выбор? Я ушел, а не вы.
Александр Григорьевич, честно по-мужски. Да, конечно. Народ устал уже. Понял. Это я понимаю. Давайте по-цивильному проведем еще. По-цивильному. Тогда казалось, что диктатора, как и муки, когда-то в стране осталось на 3 дня. В первую неделю после выборов белорусы неожиданно для самих себя прыгнули выше головы. Возможно, поэтому забастовки на предприятиях и не продолжились. Работяги действительно поверили, что виновных в насилии накажут, а новые выборы назначат. Возможно, поэтому никто так и не зашел в здание главного госканала, чтобы потребовать эфир. Люди мирно пытались разрушить 26-летний монолит диктатуры. Впрочем, кое-где победа все же случилась. Гродно официально стал первым свободным городом Беларуси, где людям разрешили собираться на площадях, сотни протестующих выпустили из изоляторов. На диалог с протестующими вышел сам мэр. Вы мне не подчинены, но я прошу от лица всех гродненцев, каждого человека, который задержан, разобраться, если действительно там не было у него боеприпасов, не было пистолета, да, другие вещи, да, всех остальных надо просто отпустить. А глава областной милиции извинился перед жителями за жесткие задержания. Я буду слушать все, что люди хотят сказать в адрес милиции. Мне стыдно за отдельные действия, которые были проявлены. Мне то очень стыдно. Тогда многие все еще верили в справедливость и силу закона. Писали обращения, обращались в профсоюзы и ждали ответа в установленные сроки. Даже не догадываясь о том, что Лукашенко будет просто выжидать время, чтобы однажды сказать. Иногда не до законов. Хотя подтвердил он это уже во время второго массового марша, когда вместе с младшим сыном Колей и автоматом без рожка он примчался к своей резиденции, показывать, что будет отстаивать награбленное до последнего холостого выстрела. Правда, смелости выйти за кордон на силовиков прибавилось только после того, как люди мирно разошлись. Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Красавцы, правда, сами чуть посмеивались над своим говнокомандующим с военизированным боестрюком под мышкой. Что? Вооружил на это сына, блядь, на зубов. Пистолет, автомат, ёбаный мать, короче. Тихо. Смешно, нелепо и глупо, но Лукашенко опять подтвердил, что отступать не намерен. Через несколько дней задержания людей после мирных акций возобновятся. Террор начнет возвращаться. От людей, которых еще вчера обнимали, а те в ответ дарили цветы и обещали никого не трогать. Вас, девушка, вас никто гонять, задерживать, трогать не будет. Спасибо. Мы верим в вас. Начальник Боровлянского отдела милиции. Мне здесь с вами жить, понимаете? Я не хочу, чтобы здесь было модно. Я хочу, чтобы с вами договорились, хорошо? Стойте. Ну, пожалуйста, скажите, чтобы не было провокаторов. Хорошо, мы Я поняли. дойду до конца, скажу. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо большое. Но белорусы не отступят, несмотря на запугивания. 31 августа стал самым ярким праздником для диктатора. Десятки тысяч белорусов поздравляли его с последним, как тогда казалось, днем рождения в Беларуси. Среди подарков было все, что необходимо для дальнейшей самостоятельной жизни. И смерть с косой, и гроб, и большой таракан на память. Но в ответ тишина. Даже из берлоги тогда он не решился выйти. Отсиживался, чтобы не сидеть по закону. С каждым последующим воскресным маршем напряжение нарастало. Сил полностью разогнать протестующих все еще не хватало. А вот задержать на подходах, отсечь хвост колонны или разбить витрину кафе, где спрятались протестующие, ложки-петушки, как и крестил карателей народ, могли себе позволить. Но вместе с этим консолидация и солидарность у людей лишь продолжали расти. Когда отбитый глава ГУБОПИК Карпенков разбил стеклянную дверь в кафе, на следующий день там стояла длинная очередь из желающих сделать заказ. Причем многие, учитывая спрос, приносили с собой воду и молоко. А в интернете даже не пришлось собирать средства на восстановление двери. С этим бесплатно помогла одна из компаний. Хоть усиливающимися репрессиями власти и подталкивали народ на радикальные действия, протесты продолжали проходить в исключительно мирном русле. За такой выдержкой и восхищением наблюдал весь мир, а каждая следующая акция и события рождали новых героев.
Будь то спасатели Освод, перевозившие на другой берег и давшие одеяло прыгнувшим от карателей в воду людям, или таксист, который прямо из-под носа шлемоголовых увез запрыгнувшего к нему в салон парня. Одинокий МЧСник, который не просто отказался снимать национальный флаг, а наоборот расправил его, прекрасно осознавая последствия. Или ребята, начавшие разбирать водомет прямо на ходу. Девушка, укрывшая незнакомого парня своим телом, чтобы защитить его от избиений. И предложение руки и сердца прямо во время марша. Подбадривающие сигналы машинистов в метро. И, конечно же, дворовые концерты, превращающие вечера соседей в праздник. Множество мотивирующих и душевных песен от известных артистов, которые, конечно же, не могли оставаться в стороне. Низкий свольный хор, Анна Шаркунова, так и не затормозивший движ Макс Корж, Нави Бенд, Маргарита Левчук, Левон Вольский с легендарными тремя черепахами, Михалок, Тор Бенд, Джей Морс без билета. Этот список можно продолжать бесконечно. Все адекватные исполнители и артисты, как в Беларуси, так и за ее пределами, осудили диктатора и его прихвостней. Хватит газом поливать-ка, земляки твои. А впрочем, звали тебя раньше батька, а теперь, наверное, отчим. Или чмо, что мягко очень. А клип «Дай дорогу» на песню «Баю-бай» и вовсе признали экстремистским. Пожалуй, наиболее ярко музыкальную составляющую протеста продемонстрировали девушки, которые в сцепке, защищая парней от лап карателей, исполнили белорусскую народную куполинку. Та осень принесла нам много моментов, о которых не стыдно будет рассказать детям. Смелые выходы женщин по субботам, марши мудрости пенсионеров в понедельник и протесты людей с неограниченными возможностями по четвергам. Учителя, медики, студенты, обходящие все кордоны, айтишники с хорошими зарплатами, ученые, спортсмены, строители, журналисты, железнодорожники, работяги, молодые мамы. Белорусский протест объединил все слои общества, без оглядки на возраст и геополитическое видение мира, и стал поистине уникальным в своем роде. Мы все вместе видели, как, несмотря на угрозы карателей, водят хороводы в Бресте. И как задержанный в Гомеле парень убегает из автозака. Как шахтер Беларусь-Каля Юрий Корзун приковывает себя наручниками под землей и требует отставки Лукашенко. Или как в одном из самых протестных районов столицы, Новой Боровой, отключили воду, и весь Минск тут же съехался к ним на помощь. Чаты просто разрывались от сообщений желающих помочь. Спасибо! Мы все вместе смеялись с водомета кита и неуклюжих ложков-петушков. А этот изящный троллинг ментов, которые очень любят снимать задержанных на видео, уже давно вошел во все справочники белорусского протеста. Не, я вообще не хотел бастовать, это хлопотное дельце. Ну как бы надо поддержать своих, поэтому я бы стал бастовать, если бы они тоже бастовали. А бодрая фраза Нины Богинской в адрес не хотевшего пропускать ее силовика стала поистине легендарной. Я гуляю. Не забыть, как во время облавы на площади Перемен люди пускали протестующих в свои квартиры и позволяли остаться там до утра. Я заберу его с болью или без боли. Много событий, лиц и личностей, которые войдут в историю, подарил нам 2020. Будь то Мария Колесникова, порвавшая свой паспорт при попытке насильного вывоза ее из страны. Или Сергей Тихановский, который даже в тюрьме высказал диктатору в глаза всю правду о нем. После вас потом вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они же будут эти вопросы к Коле. И даже спустя год после заключения в зале суда резво произнес свою коронную фразу. Виктор Бабарика, так и не признавший своей вины в сфабрикованном деле и получивший 14 лет тюрьмы. Максим Знак, Наталья Хирше,
блогеры Петрухин и Кабанов, Серый Кот и Мозгон, Игорь Лосик и Павел Спирин, журналисты и журналистки Тутбай и Белсата, политики Николай Статкевич и Павел Северинец. И сотни других политзаключенных. Актеры Куполовского театра, солидарно уволившиеся в знак протеста против репрессий и увольнения своего директора Павла Латушка. Мисс Беларусь 2008 Ольга Хиженкова, отсидевшая за пост в Инстаграме 42 суток. Футболисты, вышедшие на матч в футболках «Мы против насилия». Студентка юрфака, поблагодарившая уволенных и задержанных педагогов со сцены, за что получила 15 суток. Медики, вывозившие десятки избитых с Окрестина, из-за которых начальнику изолятора пришлось даже жаловаться на их неблагонадежность. У меня был разговор с врачами. Я вам хочу сказать, мягко так, что эти врачи не совсем благонадежны, и они здесь не должны находиться. Если можно, уберите их, пожалуйста, отсюда. Они несут обусло и не туда, куда надо. И особенно вдохновляющее зрелище, когда огромная колонна расступается для проезда скорой. Консолидация, сплоченность, взаимное уважение и единство – слова, которые ненавидит этот режим. А потому и давление, количество задержаний и репрессий усиливалось. Ближе к середине осени в ход снова пошло оружие, дубинки, слезоточивый газ и пытки. Правда, когда на последнем массовом марше колонна внезапно развернулась и пошла на пытающихся отсечь хвост карателей, те не на шутку перепугались, показав свое истинное трусливое нутро. Они развернулись на нас. Поехали. Разворачивайся, уходим. Тогда люди дали понять, сопротивление не закончится даже с уходом протестов с проспектов. Так и произошло. Масштабная самоорганизация на местах, дворовые чаты и марши, которые проводятся до сих пор. Собственные флаги у каждого района, партизанщина с перекрытием дорог или остановкой движения на железной дороге, протестный арт, экономическое давление на режим с отказом от гостоваров и услуг, информационное сопротивление и акции в соцсетях с Дианоном прислужников. Особенно порадовали киберпартизаны, взломавшие сервера руководства МВД. Теперь данные тысяч карателей станут общедоступными. А информация о их преступлениях задокументирована и передана в международные органы. Также и с финансовой поддержкой люди моментально собирают необходимые суммы на адвокатов или помощь пострадавшим от режима семьям. Присматривают за животными людей, сидящих на сутках, вынужденно бежавшим, содействуют за границей. За этот год мы научились таким словам, как «сцепка». Кто-то узнал, что такое забастовка. Невероятная площадь перемен. Я выхожу. Массандра. Ебатьки с собачками. По белорусским протестам можно делать целый словарь. Ставьте лайки, если знаете значение каждого из перечисленных слов. Посмотрим, сколько нас. На каждое действие властей люди находят свое противодействие. Когда флаги запретили вывешивать на окнах, их стали размещать в труднодоступных местах, в том числе и на воде. МЧСники их снимали до тех пор, пока вода не замерзла. Народное сопротивление проявляется в каждой, на первый взгляд, малозначимой мелочи. Будто игнорирование государственных праздников а-ля День независимости от народа или полная солидарность в неучастии в госконкурсе «Мисс Беларусь», который поставляет диктатору-вампиру для сосания молодую кровь. Причем сопротивление идет по всем фронтам, а ОМОНовцам не сдают квартиры, от запятнанных сотрудников уходят жены, а от главарей беспредела отказываются даже родственники. К примеру, взять если того же Балабу, а вот он собирался к родственникам ехать к себе в Малозеченский район, и родственники сказали, если ты приедешь, ты будешь спать в сарае, мы тебя в дом не пустим. Всего за 3 месяца с начала протестов штат Главного управления МВД в Минске сократился на 29% сотрудников. Дела у режима идут так себе куда ни глянь. Запрет участия в Евровидении и отмена чемпионата мира по хоккею в Минске. Исключение Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза и запрет полетов над Беларусью после посадки самолета с Протасевичем. Отмена всех международных спортивных мероприятий. Худшая в истории Олимпиада и другие соревнования. Замороженные кредиты, не желающие больше сотрудничать с белорусскими компаниями их старые партнеры. Лукашенко даже лишили почетной докторской степени в Киевском университете. Ну и, конечно же, санкции, которых уже насобиралось аж на 4 пакета, а присоединились к ним США, Канада и Великобритания.
То ли еще будет впереди и отключение Беларуси от системы SWIFT, и полная приостановка дипломатических и экономических отношений, и признание Лукашенко международным террористом, а весь режим преступным. А теперь давайте взвесим, что есть у нас, а что у них, точнее, у него. Легитимность. Пока избранная нами Светлана Тихановская получает официальный дипломатический статус и встречается с президентом США и десятками лидеров других развитых стран, давая интервью крупнейшим мировым СМИ, его президентом называет только Россия и страны из разряда Сирии, Никарагуа и Венесуэлы. А уровень встреч Лукашенко – это Путин 2 раза в год, российские губернаторы и руководитель фермерского хозяйства Диана из Шкловского района за своей супругой. Был еще какой-то депутат из партии Зеленского, его, правда, исключили из фракции сразу же после встречи с диктатором. Правда. У нас тысячи материалов и фактов о пытках, фальсификациях, преследовании инакомыслящих и нарушении законов, обоснованное убеждение в своей правоте и честности перед совестью. У него фильмы про покушение и погреб в Гомельской области, фейки про $15 тысяч для Тихановской и 900 тысяч для Тихановского, перехваченные разговоры Ника и Майка и блуждающие в лесу 200 вагнеровцев, над которыми смеется весь мир. Стальные яйца, синие пальцы и постоянная ложь. Есть те, с которыми не просто по закону надо разговаривать. Да бросьте вы, какой закон? Люди. У нас огромное количество умных, креативных, справедливых, успешных и самодостаточных людей. Во всем мире. У него аморфные ебатьки, слизывающие идеи акций у протестующих, лицемерные лизоблюды и окружение, живущее во лжи и постоянном страхе, никчемные озверенки, прячущиеся за балаклавами ложки и массандра, срезающая ленточки. Вдоль дороги ленты Александр Петрович предложил, чтобы мы вышли, быстренько их посрезали, а он сам вместе с ОМОНом невдалеке постоит, нас прикроет. Да. Мы возвращаемся, но там с другой стороны двора обнаружены еще ленты. И Барсуков нам предложил, чтобы мы вернулись одни, как победители, и спокойненько стали резать еще там. А они отстанут от нас и будут все время где-то невдалеке. Возможности. У нас куча возможностей для давления на режим. От экономического и информационного до акций прямого действия. У него лишь угрозы, грубая сила, суды тройки и прикорытные чиновники, истребляющие свой народ. Будущее. У нас есть будущее, которое мы можем строить как самостоятельно, так и при помощи развитых стран-союзников. У него лишь декрет на случай своего убийства, туманная перспектива, в которой уже даже Путин не горит желанием поддерживать диктатуру, закрытые границы и КНДР в центре Европы. 2020 дал нам почувствовать себя частью единого целого. Целого, которому не нужна ни плетка, ни унижение, ни беззаконие. Которое может постоять за себя без помощи наглого государства. Именно это больше всего и бесит диктатора. Без государства они ни черта не сделают все равно. Восстановление сгоревшего костела в Буцлаве, собранная помощь для забытых государством ветеранов, поддержка медиков во время пандемии. Это все тоже сделали мы с вами. Вместе, без помощи государства. Государство, у которого новый мост разваливается уже во время торжественного открытия, а виновата в этом трава, которая не успела вырасти. Склоны новой дороги еще не поросли травой, то есть, понятно, они более склонны к тому, чтобы вода наносила там серьезное повреждение. Причем сам режим с каждым днем лишь ослабевает, теряя даже самых преданных своих сторонников. Карательные берцы растаптывают образ спокойного и иллюзию стабильного государства. Каждый взмах дубинки оставляет за собой лишь сухой скелет террора и насилия. У прихвостней режима не осталось уже ничего, кроме страха, угроз и репрессий. Кроме бусиков, судов, пыток, переполненных тюрем, издевательств и трусливых уродов в масках. Запугать меня и моих коллег никому не получится. Северная Корея в центре Европы, за такое сравнение даже в КНДР обиделись. Это государство без айтишников и ученых, инвесторов и туристов, грамотных специалистов и управленцев. Это государство без будущего, с морем людских слез, покалеченных судеб, разорванных семей и перевернутых жизней. Сегодня даже самые осторожные аналитики дают режиму не больше года. Ведь невозможно не отдавать любимую, когда 2/3 страны – твои идеологические противники. Когда более 40 тысяч людей было задержано, а в отношении 4 тысяч возбуждены уголовные дела. Невозможно годами узурпировать власть там, где ты сам оппозиция к большинству. Когда твоя система трещит по швам, в карательных органах острая нехватка кадров, а из верхушек системы информация льется как из ведра, благодаря сливам байпола и киберпартизан.
Товарищ министр, здравия желаю, Балаба. Прошу прощения, пропущенную. Случайно нажал. Случайно. Виноват. Есть. А количество людей в системе, которые борются с ней изнутри, поражает. Чего только стоит сотрудница отдела принудительного исполнения, которая списала людям почти 600 долгов перед государством. Это очень напрягает тех, кто говорит, что протест полностью задушен. Ведь президенты с 80% поддержкой не конфискуют машины за БЧБ-наклейки и не лишают прав за гудок протестующим, не признают всех и вся вокруг экстремистским, даже флаг, под которым сами принимали присягу. После принятия присяги первым белорусским президентом народу стало хоть немного легче. 300 евро штрафа за бело-красно-белые жалюзи, суд над пенсионеркой за фото с БЧБ пастилой, 15 суток за флаг Канады или 28 за белый лист бумаги на окне, 2 года колонии за надпись «Не забудем» на асфальте, где убили Тарайковского, преследование тех, кого избивают. Абсурд и беспредел уже не шокирует, а лишь подтверждает безысходность и агонию гнилой системы. Но больше всего радует стрельба режима в свои ноги. Нелепые контрсанкции, посадка самолета с Протасевичем или попытка насильно вернуть Тимановскую с Олимпиады. Система позорится на весь мир, продолжая пожирать саму себя. Да, пускай сейчас, как и при Гитлере, нет массовых протестных акций. Пускай многие под дулом автоматов и угрозой насилия скрыли свои БЧБ-фото в Инстаграме и убрали с окон наши национальные флаги. Пускай государственные помойки радостно транслируют, что протест сдулся. Но неудобный для них факт остается фактом. Лукашенко никто не полюбил, все фото и флаги остались, а люди, которые были на улицах, никуда не делись. Это по-прежнему наши с вами соседи, коллеги, родственники, однокурсники и знакомые. Это мы с вами, а нас сотни тысяч. И мы по-прежнему против диктатуры, лжи и насилия. Мы не забыли и не простили, и даже не думали о том, чтобы переворачивать эту мрачную страницу нашей истории. Просто мы стали немного аккуратнее, мудрее, креативнее, мобильнее и многограннее. Чем больше палок в колеса пытался вставить нам режим, чем чаще бил нас этими палками, тем более дружными и сплоченными мы становились. Вместе преодолевая сложности и помогая друг другу, мы не просто обрели веру в самих себя, но и где-то даже прыгнули выше головы. Мы были уверены, что после всего этого он точно уйдет и никогда больше не отважится поднимать на нас руку. Но в порыве эйфории просто забыли, что мстительный мозаичный психопат не остановится ни перед чем, чтобы сохранить свою власть. А истреблять всех несогласных, весь народ, будет до конца, чтобы отомстить за свой животный страх в августе 20-го. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Да, кто-то сейчас за решеткой в заложниках у режима, кто-то немного разочаровался, надеясь за месяц разрушить 26-летний мур диктатуры. Кто-то вынужденно выехал и продолжает информационное или экономическое давление, как это делают диаспоры, заставляя многие предприятия отказываться от сотрудничества с узурпатором. Но цель, свободная Беларусь, у всех по-прежнему одна. И нужно, наконец, научиться бить себя по опускающимся рукам. Смотреть на тех, кто даже после суток ареста готов выходить и сражаться, кто, несмотря на угрозы и запугивания, продолжает расклеивать листовки, печатать протестные газеты или раскрашивать табакерки. Ведь главный враг, как говорила наша Маша, это даже не Лукашенко, а вера в то, что у нас ничего не получится. А если вам кажется, что революция проиграла, что сопротивляться дальше бессмысленно, да и вообще вы устали от всего этого или разочаровались, вспомните про Наталью Херше в одиночной камере после 2 месяцев карцера. Или Степана Латыпова, который кричал, задыхаясь в черном пакете на голове, а ему в ответ смеялись: «Не кричи, твоя Тихановская тебя не услышит». Напишите об этом в письме Золотовой, Андреевой и Чульцовой, которые сидят только за то, что доносили всему миру неудобную правду о событиях в Беларуси. Или 6 сотням политзаключенных, которые просто хотели перемен для нас с вами. Только не пишите Павлу Северинцу, который спустя год нечеловеческих условий в камере выкрикивает на суде «Верым, можем, переможем». Не поймет. Беларусь будет вольной. Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! И не пишите это Райковскому, Бондаренко и Ашурку. Они уже не ответят. Давайте будем продолжать делать то, что делали. Не только бить режим в ответ, а еще и наносить порезы, которые в итоге приведут к его полному истощению. Информировать, убеждать и подбадривать, поддерживать друг друга финансово, организационно и физически. Каждый человек, которому вы помогли найти работу или обучили. Каждый доллар, направленный в фонд солидарности. Каждая листовка и дворовый марш. Каждый продукт, просканированный в краме. Каждая проигнорированная госуслуга и товар, проведенный мимо кассы. Каждый коллега, проинформированный о плане перемога
много и пользе масштабной забастовки. Это один разобранный кирпичик в огромных мурах системы. И чем больше в системе будет дыр, тем скорее эти муры рухнут. Ведь за нами, именно за нами, светлое и счастливое будущее свободной Беларуси. А с нами весь цивилизованный мир. Разбуры, турмы, муры, брахни свободы, вяры. Но хутка рухне, рухне, рухне и поховая след старый. Но хутка рухне, рухне, рухне и прусака забудет.